Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. Аниме начинается с того, что мы знакомимся с главным героем по имени Ираку Машио, который разговаривает с богом, правящим миром. Этот бог объясняет это Ираку, у которого была очень несчастливая жизнь, и из-за неизлечимой болезни он умер через 39 лет. Поэтому он хочет дать ему еще один шанс на жизнь, подарив ему здоровое тело, свободное от любых болезней. Это потому, что причина, по которой ему пришлось прожить такую жестокую жизнь, была частью его ошибка. Поэтому он хочет исправить свою ошибку, подарив ему ту жизнь, которую он хотел. Затем бог спрашивает Прота, есть ли у него какие-либо просьбы, и, подумав об этом, Ираку говорит ему, что хочет попробовать себя в сельском хозяйстве, так как когда он лежал на больничной койке, ему очень нравилось смотреть телешоу, посвященное опыту ведения сельского хозяйства выдал. И поскольку он не мог быть таким общительным в своей прошлой жизни, он хотел бы мирно заниматься сельским хозяйством где-нибудь вдали от цивилизации. Бог мира соглашается и говорит Протону, что даст ему новую жизнь и здоровое тело. И, заручившись одобрением бога земледелия, он наделяет его силой всемогущего сельскохозяйственного орудия. Ничего больше не объясняя, говорит ему, чтобы он наслаждался своей второй жизнью в полной мере, и отправляет его обратно в мир. Затем Прота просыпается в здоровом теле посреди леса, удивленный тем, что может двигать своим телом после стольких лет. Это очень волнует его из-за того, что, как он говорил, он начинает свою вторую жизнь, совершенствуясь в этом мире. Но он понимает, что находится посреди леса, и вокруг него нет ничего, кроме деревьев. Не зная, с чего начать, вспоминает всемогущий сельскохозяйственный инструмент, упомянутый ему богом. Едва он думает об этом инструменте, его рука волшебным образом превращается в мотыгу. Используя его, он понимает, что обладает какой-то магической силой, поскольку без проблем может преодолевать твердую почву и корни деревьев, превращая все в идеальную почву для возделывания. Тем не менее, Прота сосредоточен на попытках найти еду и воду, поэтому он проводит свое время в поисках реки или чего-нибудь перекусить. К его несчастью, ничего не получает, но вместо этого он находит огромное дерево посреди леса. Будучи отличным ориентиром, решает основать там свою базу, и поскольку поблизости он не смог найти ни реки, ни пруда, он решает вырыть колодец, используя свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент, поскольку этот инструмент, к сожалению, не может быть найден. Особенное принимает форму любого инструмента, о котором он думает, за исключением сложных машин. Так что с помощью лопаты ему удается выкопать яму за короткое время, и он понимает, что совсем не чувствует усталости. Когда он наконец находит воду, он решает, что должен искать еду, но понимает, что на самом деле совсем не голоден. Поэтому он посвящает себя строительству фундамента, лучше всего использовать сельскохозяйственный инструмент. Поэтому он стремится создать надлежащую основу, используя свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент, который значительно облегчает его работу. За короткое время ему удается расчистить окрестности огромного дерева, не повезло найти что-нибудь съедобное. Увидев по пути дерево, решает превратить свой инструмент в топор, планируя рубить осторожно, так как это мешает его выращиванию. Несмотря на то, что думает о том, чтобы рубить дерево понемногу своим топором, неожиданно срубает его одним движением и без каких-либо усилий. Усилие. Это очень удивляет бегущего Прота, когда он видит, как тяжелое дерево падает за считанные секунды. Очевидно, это из-за способности, дарованной ему богом, поэтому он не теряет времени даром и начинает обрабатывать древесину. Благодаря своему инструменту ему удается резать твердую древесину как масло, и вскоре он избавляется от нескольких деревьев. Но несмотря на то, что у него есть древесина, Прота на самом деле понятия не имеет, как построить дом с нуля без гвоздей и клея. Когда солнце начинает садиться, Ираку паникует из-за отсутствия источника света, так как он не может использовать инструменты для создания чего-то, что освещает, и пытается создать что-то более светлое. Разводить огонь, но становится очень поздно, поэтому он смиряется с ночевкой в яме, проделанной в стволе дерева. Поскольку он не мог уснуть, он превратил свой инструмент в долото для резьбы, инструменты, которые он сможет использовать при строительстве своей хижины. Когда наконец рассветет, ему наконец удастся развести огонь и расчистить еще большую территорию, чтобы он мог сажать в поле. Это потому, что независимо от того, сколько времени провел Прота, он не чувствует усталости при использовании своего инструмента, однако он замечает, что начал чувствовать голод. Поэтому он думает пойти за едой. Но прежде чем он успевает что-то сделать, дикий кролик прыгает на Прота, у которого нет другого выбора, кроме как использовать свой инструмент для защиты. Сам того не планируя, кролик в конечном итоге становится его первой едой в этом мире. После того, как он наконец поел, Прота строит баню, а затем начинает обрабатывать землю, чтобы засеять поле, думая обо всем, что он может собрать. На закате он наконец заканчивает обрабатывать все свое поле, но понимает, что у него все равно нет семян, которые можно было бы посеять. Без особых дел Прота решает поспать, чтобы на следующий день поискать семена. Но когда он просыпается, он очень удивлен, увидев, что благодаря поливу, который он собирает, он может посеять семена. Всемогущий сельскохозяйственный инструмент, побеги растений растут на земле, которую я видел вспаханной. Поэтому следующее, что ему нужно сделать, это защитить свое поле от гигантских кроликов и других потенциальных монстров. Прота начинает строить забор вокруг этого района, создавая большую канаву, чтобы кролики не могли пройти. В течение нескольких дней, работая над забором, обходился едой благодаря кроликам, которые снова попытались напасть на него. Тем временем растения растут все быстрее и быстрее, особенно при поливе их специальным инструментом, который Прота превратил в лейку. После долгих трудов Ираку наконец удается построить маленькую хижину, которая, хотя и не является чем-то особенным, все же лучше, чем жить в бревне. Дни идут, и в отличие от своей прежней жизни, Прота наслаждается каждым днем и чувствует себя все более и более мотивированным. Однажды Эль Прота находит двух, по-видимому, раненых собак на окраине своего лагеря.
поэтому он ставит деревянную доску, чтобы обе собаки могли пройти мимо. А затем он кладет ее на землю. Он кормит их мясом кабана, на котором ранее женился, только потому, что животное пыталось перепрыгнуть через забор. Через некоторое время Прата отвел собак в свою маленькую хижину, чтобы они переночевали там, так как, по-видимому, самка вот-вот должна была родить. Действительно, на следующее утро Ираку взволнован, увидев в хижине 4 новых щенков, поэтому он отрезает лучшую часть кабана, чтобы отдать собакам в честь празднования родов. Через несколько дней Прата строит для себя хижину побольше, так как собаки остались с первой, которую он построил. Наконец, первые посевы уже были готовы, так что ему удается успешно собрать урожай помидоров, собак, которых он назвал Куроюки, поскольку они, очевидно, оба решили жить с ним постоянно. Проводя время очень весело, заботятся о своих посевах, а собаки занимаются охотой и патрулированием окрестностей. С другой стороны, они снова показывают нам бога мира, который задается вопросом, как поживает Хираку. Но когда он решает взглянуть на этот мир, он приходит в ужас, осознавая, что на самом деле это не так. Он отправил его в лес, в очень опасную зону, полную злых монстров. Лес, который даже называют лесом смерти. Бог очень встревожен этим, но, к сожалению, он ничего не может сделать, чтобы вмешаться, потому что это было бы нарушением правил. Тем временем, через некоторое время посевы Прата продвинулись вперед, и он понял, что для того, чтобы посеять, ему просто нужно подумать о том, какие фрукты или овощи они хотят. Пока он будет сеять земля, и это будет то, что там будет расти, без необходимости в семенах. Он также посадил поблизости фруктовые деревья, хотя знал, что на это уйдет больше времени. Со временем еда тоже стала лучше благодаря овощам, хотя ему не удалось достать соли. Однажды Прата заметил, что у собак начали расти рога на голове, но он не придал этому большого значения, и в конце концов он оказался в другом мире. Благодаря собакам Ирак может бродить по лесу, не заблудившись, поэтому однажды ему удалось наконец добраться до реки. Поэтому он планирует проложить дорогу, по которой речная вода будет доходить до его дома, хотя это займет довольно много времени, так как река находится в 30 минутах ходьбы. Тем не менее, Проута сосредоточена на расширении своего сельскохозяйственного поля за счет посева пшеницы, тростника, сахара для приготовления сладостей и прочего. Вскоре он понимает, что становится все холоднее и холоднее, и понимает, что зима уже близко, поэтому им нужно готовиться. В качестве пальто он пытается использовать шкуры гигантских кроликов, но сдается, увидев, что они плохо пахнут. Он смиряется с тем, что собирает еду на зиму и выживает с костром в своей хижине. Но однажды его собаки сталкиваются с чем-то необычным, и когда Прата отправляется на расследование, он натыкается на гигантскую черную подушку. Или так ему показалось. И он понимает, что это действительно гигантский паук, к его удивлению. Она очень хорошо создает паутину своими паутинами. Этот паук начинает жить на гигантском дереве, питаясь картошкой, которую ему дарит Прата, так как это его любимая еда. Помимо ткани, Прата обнаруживает, что паук также может очень хорошо шить одежду, и он даже превратил шкуры животных в пальто, вполне приличное для него. Зима. Используя листья и ткань, Иракул умудряется сделать себе кровать для сна, а также занавески, защищающие от ветра, и другие вещи, превращая свой дом во все более цивилизованное место. Поскольку паук поселился на большом дереве, Прата решил дать ему имя, также назвав его Забутон. Скоро наступит зима, и все будет покрыто снегом. Пока собаки вспоминают друг друга в его собственной хижине, паук зимует на его дереве, а Прата все время проводит в своей хижине у костра, питаясь несолеными овощами. Так как до сих пор еще нет, вам удалось добыть соль. Несмотря на свой спокойный образ жизни, Ираку не может не чувствовать себя очень одиноким, так как он даже не помнит, когда в последний раз с кем-то разговаривал. И он обеспокоен этим шагом, что может даже забыть, как разговаривать. В конце концов, река начинает таять, тая снег. Благодаря этому скоро наступит весна. Тогда Прата наконец выйдет из своей хижины. Через несколько дней он замечает, что что-то не так с щенками, которые, по-видимому, уже выросли. Однажды все щенки уходят в лес, покидая свое гнездо, и Ираку не может не испытывать радости и грусти после того, как вырастил их и наблюдал, как они растут так хорошо и так быстро. К его удивлению, через несколько дней щенки вернулись, так как, по-видимому, все они ушли в лес в поисках пары. Вскоре Прата испытывает еще один сюрприз, увидев, что через долгое время Забутон появился, потому что паук появился с группой детенышей. Таким образом, у всех животных, которые живут с Протой, есть своя семья, что вызывает некоторую ревность и немного больше одиночества у нашего Прата. Он все еще с радостью продолжает собирать урожай и также расширяет свои сельскохозяйственные угодья. В конце концов, теперь у него много ртов, которые нужно кормить. Однако его работу прерывает Забутон, который, стуча по дереву, предупреждает, что поблизости есть злоумышленник. Эль Прата знает, что это установленная ими сигнализация, поэтому он спешит и отправляется выяснить, не опасно ли это. Кура ведет его и ведет в середину леса, где Эль Прата находит плачущую маленькую девочку Альбину без одежды и в ужасном состоянии. Девочка дрожит от страха, ее окружают собаки и гигантский паук, поэтому, увидев Прата, она просит его спасти ее. Ираку удивлен, что ему удалось ее понять, поэтому он подходит, чтобы предложить девушке кусок своей одежды, чтобы она могла прикрыться, но прежде чем он успевает ее спасти, Ираку пытается ее спасти, будучи в состоянии что-то сделать. Девушка улыбается и без предупреждения бросается на него, кусая за шею Прата, который в шоке падает на спину, увидев, что девушка начинает трансформироваться.
трансформироваться. Девочка вырастает за считанные секунды, показывая девочку постарше теперь в одежде и без единой царапины. Девочка благодарит Прота за ее спасение, и вскоре собаки прыгают на нее, снова нападая на нее. Прота останавливает их, и когда собаки отворачиваются, они замечают, что у девочки снова появилось тело девочки, которая снова стала меньше. Таким образом, пользуются случаем, чтобы спросить ее на случай, если она враг или хочет причинить ему боль. Альбинос отвечает ему отказом, поэтому просит его перестать бросать в него своих собак. Прота объясняет ему, что это произошло только потому, что она его укусила, но она говорит ему, что просто ничего не могла с собой поделать. Ираку замечает, что она действительно кажется безобидной, и вскоре понимает, что она пила его кровь только для того, чтобы восстановить свои силы. Это потому, что она использовала большую часть своей энергии, поэтому не могла ничего с собой поделать. Сохраняйте форму своего тела и свою одежду. Затем Прота спрашивает ее, почему собаки напали на нее, и она отвечает, что думала, что сможет противостоять одной из них, так что да, она все это затеяла. Тем не менее, Прота плохо себя чувствует из-за того, что ее избили, поэтому он предлагает позволить ей выпить еще немного его крови, чтобы она могла прийти в себя. Таким образом, маленькая Альбина начинает пить его кровь, и хотя Прота чувствует себя немного слабо из-за того, что пьет большая часть вашей крови, вы не чувствуете от этого никакого эффекта, что, вероятно, является преимуществом того, что ваше тело такое здоровое. Маленькая вампирша снова взрослеет, отмечая, что она никогда не пробовала такой насыщенной жизненной силой крови, поэтому она должна вести очень здоровый образ жизни. Ирак на секунду наблюдает за ней и говорит ей, что она меньше, чем в прошлый раз, когда она трансформировалась. Девушка отвечает ему, что если он проживет больше крови, то он будет в опасности, но Прота уверяет его, что он может пить столько, сколько захочет. Поэтому, когда он заканчивает, девушка возвращается к своему первоначальному размеру и сопровождает Ираку на его поля, удивленная, что что-то подобное существует в этом лесу. Прота показывает ей свои урожаи и обнаруживает, что она никогда раньше не видела помидоров, так что, по-видимому, они ненормальны в этом мире. Он все еще зацикливается на одном, чтобы она попробовала его, и девушка в восторге от вкуса, что очень радует Прота, так как он очень любит помидоры. Приятно слышать, как кто-то впервые хвалит вашу работу. Альбине больше интересны другие культуры, поэтому Прота проводит день, показывая ей различные виды овощей, которые она посеяла, и проводит приятный вечер. Уже вечером Прота узнает больше о девушке, например, о том, что ее зовут Лулуси, и она вампирша, которая может использовать магию. В хижине Лулуси записывает все, что она узнала, поскольку она изучает лекарственные растения и никогда не представляла, что когда-либо сможет использовать магию. Когда-нибудь я смог бы узнать о стольких новых вещах и видах за один день. Она рассказывает, что у нее была небольшая ссора с некоторыми дворянами, которые пытались украсть ее исследования, и после того, как она сбежала. Упомянутые дворяне послали за ней кого-то очень сильного, поэтому она решила, что лучше всего где-нибудь остаться незамеченной, пока все не успокоится. Вот почему она пришла в этот лес, а также потому, что он там. Причина, по которой он приехал в этот лес, а также потому, что его присутствие там могло бы помочь в его расследовании. Я все еще нахожу больше, чем он мог себе представить, и он понятия не имеет, сколько дней ему потребуется, чтобы осмотреть все, что он видел на полях выращивания Прота. Кроме того, что его почти уничтожили, во-первых, так что это место действительно оправдывает свою репутацию. Ирак спрашивает его, что он имеет в виду под репутацией, что довольно смущает Лули. Это спрашивает его, действительно ли он этого не знает, даже после того, как прожил там так долго и приручил всех этих зверей. Все же Прота отвечает ему, что понятия не имеет, о чем говорит. Лули переключает тему на инструмент Прота, потому что он никогда не видел такой магии, но этот мало что говорит об этом. Он просто говорит, что это своего рода волшебный инструмент. Девушка взволнованно замечает, что несмотря на то, что она прожила так долго, ей еще многому предстоит научиться. Иракуке задумчив, потому что это был очень неожиданный день, и он не может поверить, что встретил Лулуси. Тут он понимает, что понятия не имеет, может ли что-то подобное случиться снова. Поэтому он приходит к выводу и очень удивляет девушку, спрашивая, пусть она останется жить с ним навсегда. Потому что она не может упустить эту возможность. Лулуси краснеет от внезапной просьбы и объясняет, что ее преследуют люди, кроме того, что она вампир. Но Прота уверяет, что его это не волнует. Он замечает, что ему никогда не нравилось иметь дело с другими людьми, и поэтому он живет один вдали от людей, но все же он не знает, сколько еще лет он сможет с этим справиться. Наконец-то Лулу соглашается, но говорит, что это было очень внезапное предложение. Джираку отвечает ей, что ему там просто очень одиноко, поэтому он подумал, что было бы неплохо, если бы они пошли с ним. Лулу, если она расстроится и спросит его, имел ли он в виду, когда просил ее быть с ним навсегда. Тут Прота понимает, о чем он на самом деле просил, и тоже краснеет, еще больше расстраивая Люси, которая спрашивает его, что если бы это было не такое предложение. Ираку нервничает и говорит ему, что если это было такое предложение, и это именно то, чего он хочет, поэтому он умоляет его согласиться. Лулуси немного успокаивает его, а затем улыбается, говоря ему, что она уже сказала «да». Это очень радует Ираку, поэтому он не может не обнять ее на празднике. И вот Прота и Лулуси начинают жить в хижине, вместе работая на фермерском поле. Через некоторое время Лули удается помогать Проте разными способами, например, устанавливая источники света с помощью магии. Кроме того, это также помогло ему найти соль после стольких лет, так что еда также заметно улучшается. Однажды, когда они оба наблюдают за возвращением фруктовых деревьев, Саутон снова бьет тревогу,
и когда они идут на расследование, они обнаруживают, что собаки окружают ангела, который просит их извините, что напал на них первым. Ираку спешит освободить ее из паутины Саутона, и когда девушка наконец свободна, он использует магию, чтобы залечить ее раны и восстановить ее одежду, а затем заставляет ее крылья исчезнуть. Прата шокирован, комментируя, как удобно уметь использовать магию, но ему странно видеть, как Лулуси пытается улизнуть. Когда ангел видит ее, он злится, восклицая, чтобы она перестала таять и не продолжала убегать. Но подняв такой шум, собаки снова нападают на нее. Поэтому у нее нет другого выбора, кроме как успокоиться и пойти в хижину, чтобы поболтать более спокойно. Там они обе говорят о том, какие безжалостные собаки, потому что драться с ними – это смертный приговор. Затем ангел спрашивает Лулуси об Эль-Проте, и она очень краснеет, отвечая, что Ираку ее муж. Это его очень удивляет, так как его впервые так называют. И, конечно, ангел тоже очень удивлен. Она решает представиться соответствующим образом, снова показав свои крылья и сказав, что ее зовут тетя Анхель. Ираку спрашивает, служит ли она тогда Богу, но Лулу уверяют, что это не так важно и что она просто раса воинов, у которых больше мускулов, чем мозгов. Это очень оскорбляет тетю, которая поясняет, что было время, когда они были объектом поклонения. Прата спрашивает ее, почему она преследует Лулуси, и она отвечает ему, что за нее назначена большая награда за весь ущерб, который она наносит городу. Лулуси оправдывается, говоря, что был действительно надоедливый дворянин, который заставлял ее делать лекарства и лекарства в принудительном порядке. Так что Лулуси не может быть оправдана. Он почувствовал необходимость преподать ей небольшой урок. Тия восклицает, что в том, что она сделала, не было ничего особенного, объясняя это тем, что всякий раз, когда что-то ее беспокоило, все начинало взлетать на воздух. Лулу в конце концов признает, что, возможно, она немного переборщила, и комментирует Ираку, что причина, по которой она оказалась в том лесу, в том, что она убегала от тети, так как она сильнее, хотя и немного. И Тия удивлена, что Альбина признается в том, что она сделала, и что она честна со своей силой. Лули объясняет ей, что она может видеть только то, насколько слабой она была на самом деле, когда столкнулась с собаками Ираку. Что Тия сразу понимает, поскольку даже она не могла противостоять они. Тогда Лулуси оставляет эту тему в стороне и, не теряя времени, предлагает тете жить с ними. Прежде чем девушка успевает ответить, Лулуси показывает ей посевные поля и фруктовые сады. Он также знакомит ее с Саутоном, но увидев огромного паука, тетушка теряет сознание от испуга и испытывает ту же реакцию, когда ее знакомят с собаками. Остаток дня он провел, помогая Ираку и Лулуси собирать урожай, пробуя свежие капустные листья, и тоже был в восторге от вкуса. На закате они заканчивают собирать много овощей, а тетя совершенно измучена. Уже вечером им удается впервые попробовать клубнику, и они снова еще больше очарованы вкусом. Этого достаточно, чтобы убедить ее, что работа на ферме приносит гораздо больше удовольствия, чем она ожидала. Тогда Лулузи говорит ему, что решено, что она будет жить с ними, в глубине души отчаявшись, что не справится совсем, если останется одна. Так что в конечном итоге Тия начинает жить с ними, помогая с уборкой урожая и даже строительством, создавая каменные цели, которые поднимают тяжелый материал. Однажды тетя спрашивает Прата, могут ли они выращивать намного больше клубники, но Ирак объясняет, что даже если они расширят свои поля, они все равно не смогут вырастить больше клубники. Урожай не сможет идти в ногу со всеми урожаями, поскольку они работают на пределе своих возможностей. К тому же, если их выращивать слишком много, они, возможно, не смогут доесть все, что собирают. Во время прогулки они встречают больше щенков, так как у детей Куро и Юки родились собственные дети, и они превратились в большую собачью семью. И поскольку хижина не будет достаточно большой, Прата решает построить площадку для собак рядом с огородом. Тем временем несколько сыновей Забутона также отправляются в путешествие, так что остались только некоторые. Тия тоже решает уехать, пояснив, что уезжает ненадолго и покидает это место без лишних слов. Через несколько дней она вернулась вместе с 7 девушками, объяснив, что все они высшие эльфы, которые жили в деревне далеко на севере. Но большая часть их народа была уничтожена после того, как их утащили в город. Война людей, из-за которой их раса рассеялась. А потом они бродят по земле в поисках места, где можно поселиться и которое можно назвать домом. По этой причине тетя просит Ираку позволить им тоже жить с ними, обещая, что они очень хорошие работники. Лулуси говорит ей, что это хорошая идея, поскольку высшие эльфы очень талантливая раса. К тому же все они очень молоды. Одна из них говорит ему, что она старше и ей немногим больше 400 лет, в то время как младшая говорит, что ей около 300. Прата говорит им, что они могут ладить, но что они должны ладить со всеми разными товарищами, которые там уже живут. Девочки очень рады пояснить, что у них с этим нет никаких проблем. Тем не менее, они также падают в обморок, увидев, что товарищи — это Саутон и собаки. В течение нескольких дней они были заняты строительством нового большего дома, так как все 7 хотели жить вместе. К счастью, у всех было больше строительных работ, чем у Ираку. Тем не менее, девочки были очень удивлены, увидев, что Прата без особых усилий рубит гигантские деревья, все работают вместе. А Прата многому учится от девушек, продвигающихся все дальше и дальше в строительстве. Вот так за 10 дней им удалось построить дом намного больше и лучше, чем маленькая хижина Прата. Ираку немного завидует, но он
он рад, что теперь он знает приемы высших эльфов и может отстроить свою собственную хижину заново. После того, как девочки поселятся в его новом доме, они проводят свои дни, помогая на полях. Он говорит Ираку, что в качестве благодарности за то, что он позволил ей жить там, они планируют выполнять для него некоторые работы по добыче полезных ископаемых и кузнечному делу, так как это то, что у них очень хорошо получается после окончания школы. Около 200 лет по миру бродят бездомные, поэтому они хотели бы начать со строительства печи, которая могла бы выплавлять железо. За короткое время девушки быстро открывают кузнечный цех, поэтому они изготавливают очень полезные вещи для своего пребывания там. Вскоре после этого они замечают пшеничное поле и пекут хлеб на собственных дрожжах, что очень волнует Прота. Пока все едят хлеб, Ираку внезапно о чем-то думает, и хотя уже несколько поздно, он спрашивает Лулучи, принадлежит ли кому-нибудь земля, на которой они находятся. Она отвечает ему, что на самом деле нет, но технически лес находится под контролем короля демонов. Прота приходит в ужас, услышав это, но если Лулу разъяснит ему, что до тех пор, пока он не получит какой-либо поддержки при строительстве всего этого, ему не о чем беспокоиться. И поскольку Ирак построил все сам без чьей-либо помощи, земля принадлежит ему. Вот как это работает. Таким образом, все продолжают мирно жить в лесу, хотя девушки между собой комментируют, какой удивительный Ирак, поскольку он не только приручил всех этих адских волков, но он также приручил паука-демона. И ты даже не представляешь, что они чрезвычайно опасные существа. Однажды Эль-Прота встречает гигантскую пчелиную матку, которую Забутон захватил, желая, чтобы Ирак усыновил его. Хотя это кажется ему опасным, пчела отказывается атаковать из-за того, насколько она напугана Забутоном. Поэтому Прота остается с пчелой, поэтому он строит маленький домик для пчелиного гнезда рядом с огородом. В отличие от пчелиной матки, рабочие пчелы нормального размера, и им удается построить большое гнездо внутри домика всего за 10 дней. Прота также строит огромный пруд к тому времени, когда он приносит воду из реки по каналу, хотя он должен его построить, так как он использовать древесину для канала вызовет много утечек. Ираку использует свой всемогущий сельскохозяйственный инструмент, чтобы идеально уплотнить почву, создавая таким образом такой твердый материал, как бетон. Из всей почвы, оставшейся после рытья пруда, Прота производит достаточно деталей, чтобы соединить канал. С помощью эльфиек он очень усердно работает, чтобы быстро построить канал, и в рекордно короткие сроки у них уже был водопровод от реки до пруда. Прота также рад видеть, что в пруд попадает даже рыба, поскольку раньше им не удавалось поймать ни одной. Лулуси немного волнуется, увидев, что Ираку готовит безжалостные весы леса смерти, поскольку она понятия не имеет, безопасно ли их есть. Поэтому они позволяют Проте сначала попробовать их, чтобы убедиться, что это безопасно. Ирак спустя долгое время пробует рыбу на вкус, отмечая, что она на вкус как лосось, поэтому он предлагает ее и девушкам. Как и всем им понравилось, Прота сохранил Гонсалу другую рыбу, которую они поймали, для хранения на складе. И поскольку теперь у них построен водный путь, Ираку говорит девушкам, что их следующая цель – построить рисовое поле. Быстро построй посевные поля, наполнив их водой. Потом все девочки помогут ему посеять рис, в то время как сыновья Сабутона позаботятся о том, чтобы вредители не попадали в этот район. Рисовые растения растут намного быстрее, чем ожидал Эль-Прота, поэтому они быстро собирают рис и оставляют его сохнуть на солнце. Когда они теряют всю влагу, они начинают его очищать, а затем удаляют любые листья или растительный материал. После долгого процесса рисовые зерна наконец готовы, поэтому Прота готовит их, а затем делает рисовые шарики, фаршированные рыбой, которую я готовлю раньше. Такие рисовые шарики пользуются успехом у всех девушек, настолько, что они даже не оставляют ей никакого Прота. Они продолжали работать на рисовых полях в течение следующих нескольких дней, и поскольку работа всегда заканчивалась грязью, Прота решает построить место для принятия горячих ванн. Строительство началось сразу, и за короткое время они сделали печи для нагрева воды, построили мойку и очень большую ванну с раствором для сточных вод. Тетя рекомендовала использовать Redline, так как они питаются отходами и мертвыми органическими веществами, а затем очищают их. Так что это в значительной степени машины для очистки природы. Поэтому тетя приносит различные слизи, и Прота бросает их в очистительный бассейн, который она построила для волков из сточных вод, решая эту проблему. Пока Ираку собирает дрова, замечает на куске дерева небольшой грибок, но поскольку он не умеет отличать грибы от того, что есть на самом деле. Миру приходит в голову идея, и на 2 стволах дерева он использует всемогущий сельскохозяйственный инструмент для выращивания грибов, который он знает. Покончив с этим, он наконец решает попробовать ванну, которую построил после того, как научил себя. Покончив с этим, он наконец решает попробовать ванну, которую построил после того, как научил девушек, как она работает. Он залезает в ванну через долгое время, так как в прошлой жизни он не мог принимать ванну, находясь в больнице. Поэтому, войдя в горячую воду, Ираку впадает в состояние полного блаженного расслабления. Однако его расслабление прерывается, когда другие девушки входят в ванну, поэтому он не смог расслабиться, как надеялся. И хотя он предложил идею построить ванную только для мужчин, девочки отказались при мысли о том, что у него будет целая ванная для себя один. На следующий день Ираку узнает, что его выращивание грибов увенчалось полным успехом, поэтому он решает приготовить тушеное мясо. Но прежде собаки привлекают его внимание, потому что оказывается, что они нашли группу из 5 эльфиек и привели их на свою территорию. Лия объясняет, что они жили в одной деревне и что им было около 200 лет. Тогда Прота соглашается, что они тоже будут там жить,
поэтому все решают начать строительство дома еще большего размера. С другой стороны, он рассказывает нам историю Куро и Юки, потому что на эту пару напали во время их пребывания в лесу. Хотя, когда Юки была беременна, на них напал тот, кого они называли борющимся медведем, королем этого леса. По чистой случайности он их не съел, но они были тяжело ранены и в результате не могли пожениться. Они настолько ослабли, что даже их бывшие жертвы ухаживали за ними. И прежде чем они это осознали, они оба достигли середины леса, в том месте, куда не осмеливался ступить даже борющийся медведь. Именно там они нашли Ираку. Я не знаю, как такой слабый на вид человек мог выжить один в этом лесу. Но Куро заметил, что все это произошло из-за инструмента Ираку, поскольку он смог почувствовать безграничную силу, исходящую от этого инструмента. И несмотря на то, что он думал, что их жизни уже закончились, Ираку делился с ними своей едой и заботился о них. После того, как их щенки родились, ни у кого из них не возникло желания драться с ним, и они оба решили, что Ираку будет их хозяином. Прожив с ним так долго, они поняли, что он больше, чем просто слабый человек, каким они его когда-то считали. И их единственная проблема в том, что Ираку, похоже, не понимает и понятия не имеет, что они не простые собаки, а что они ужасные монстры, известные как собаки. Волки ада. Тем не менее, Куро очень благодарен, что его удача привела его к встрече с Ираку. Через несколько дней новый дом наконец достроен. Он намного больше всех предыдущих, и даже с включенным подвалом, идеально подходящим для хранения продуктов и дров. Собрав все уголки своего нового дома, Эль Прата решает вырезать из дерева 2 статуи своих собак, чтобы разместить их там, у входа в дом. Когда все поселяются в новом доме, Ираку пытается приготовить новое блюдо, которое они еще не пробовали, поэтому он решает приготовить карри, чего девушки никогда раньше не слышали. С помощью тети Лулуси Прата собирает виды, которые ему понадобятся для приготовления карри, с полей сельскохозяйственных культур, на которых он работал раньше. Хотя, когда он заканчивает собирать то, что ему нужно, он замечает, что девочки исчезли, поэтому он возвращается в дом, и единственное, кто это делает, это он. Готовить помогает Леа, которая объясняет ему, что Лулу и Тиа заняты расследованием. Пока вы оба готовите, запахи еды доносятся до других девушек и даже до собак, за которыми вы просто наблюдали. На закате тетя и Лулу, если они вернутся, и карри наконец готова, так что все собираются вместе, чтобы поесть. Неудивительно, что всем это так понравилось, что они снова все съели и ничего не оставили. На следующий день все начинают готовиться к предстоящей зиме, так как большую часть времени они будут проводить в доме. Поэтому Прата позаботится о том, чтобы в доме было достаточно дров. Спуститесь в подвал и заранее попросите у Сатана дополнительные одеяла. Пока эльфийки работают в кузнице над другими проектами, Тиа и Лулуси позаботятся о запасе еды на зиму. Поскольку собаки не могут очень хорошо охотиться зимой, она хочет запастись как можно большим количеством мяса и запастись всем. Ирак также создает снежный склад для хранения овощей на зиму. Когда Прата видит, как девушки используют магию для работы, он думает о том, как было бы полезно иметь возможность использовать магию, хотя это то, чего не может сделать только он. Ночью он разговаривает с Лулучи, который объясняет ему, что он не может использовать магию, не изучив ее, даже если это базовая магия. Эль Прата признает, что он просто видел, как ее используют с такой легкостью, что он думал, что он тоже может, но сколько бы раз он ни пытался, он так и не смог. Тем не менее, Эль Прата выражает, как он счастлив, что может рассчитывать на их помощь, поскольку они потрясающие, и единственное, чем он когда-либо был делать, это работать в саду и готовить. Услышав это, Лулу, если он почувствует себя лучше, сказав ему, что на самом деле он там самый удивительный, поскольку никому еще не удавалось так долго жить в этом лесу так, как он, что делает его первым и единственным, кто смог. Когда наступит зима, они отправятся в Кутая-Вуд, чтобы поиграть в настольные игры, так как им нужно развлечься, оставаясь дома. После объяснения правил различных игр большинство девочек начинают играть, демонстрируя свою конкурентоспособность. Даже Куру помогает с некоторыми партиями и играет свою собственную шахматную партию против Юки. Иракуру поражен тем, что собаки понимают правила, и хотя на первый взгляд это кажется ему милым, он может почувствовать исходящую от них пугающую энергию. Поэтому он решает не бросать им вызов и не приближаться к ним. Даже Лулуши пытается играть с собаками, но в итоге терпит сокрушительное поражение. Прата также играет сама против девочек и пытается отомстить за Лулуси, но, как и она, в конечном итоге терпит полное поражение. Поэтому она решает сыграть в мини-игру в боулинг, которую она тоже построила. Но даже в этой игре девочки справляются с этим. Вот так они провели зиму все вместе, в очень теплой атмосфере и играли весь день. Дни пролетают быстрее, чем они ожидали, потому что вскоре после этого тает снег и снова наступает весна. Когда погода станет теплее, я пойду и обвиню его в доме, чтобы дать Сатону немного картошки. Но прежде чем я смогу что-либо сделать, они несколько раз слышат сигнал тревоги. Благодаря количеству ударов Проти удается определить, в каком направлении приближается злоумышленник. Затем они смотрят в этом направлении, и им удается увидеть огромное существо, приближающееся на большой скорости по льду. Ираку спрашивает, не дракон ли это, но тетя разъясняет ему, очень обеспокоенная, что это ткач. Зверь готовится к нападению, поэтому тетя и Лулуси берут на себя задачу создать магическую защиту. Им обоим удается создать огромный барьер, защищающий все вокруг, включая большое дерево. Тем не менее, несколько горящих обломков падают недалеко от посевных полей,
поэтому эльфам поручено потушить огонь. Тетя спрашивает, стоит ли им вообще атаковать, но Лулу признается, что она даже не уверена, что они смогут преодолеть барьер ткача. И они также не могут сбежать, так как звери последуют за ними с небес. Прота приходит в отчаяние, не зная, что делать, как и девочки, потому что угрожающий Уивер, похоже, не планирует уходить. Игнорируя всех остальных, Ираку говорит себе, что самое важное – это защитить всех. С этой мыслью его всемогущий сельскохозяйственный инструмент неожиданно превращается в мощное копье. Несмотря на то, что он не все понимает, Ираку не теряет времени даром и решает использовать копье против ткача. Зверь создает 3 защитных барьера перед атакой, но копье Прота полностью разрушает их, так что ему удается пройти через одну из комнат ткача. Копье возвращается в руку Проты, который без колебаний снова бросает его с большой силой и на этот раз пронзает грудь ткача, заставляя его упасть в лес. Когда все заканчивается, девушки теряют дар речи от удивления. Несмотря на то, что посевное поле было немного повреждено, все здания в конечном итоге в порядке, поэтому они решают пойти посмотреть на труп Уивера в лесу. Найдя его, Прота спрашивает, много ли этих зверей Лулу, и он отвечает, что есть, но только в тех местах, где они живут, к тому же очень редко можно встретить такого большого. Совершенно серьезно, тогда Ирак спрашивает, есть ли шанс, что кто-то послал этого Уивера специально, чтобы напасть на них. Но тетя говорит ему, что это маловероятно, поскольку даже если бы этот Уивер находился под чьим-то командованием, он бы не послал такое редкое и такое ценное существо самостоятельно, но это маловероятно. Так что, скорее всего, это было дикое существо, действующее в одиночку. Ираку приходит к выводу, что тогда все это было больше, чем просто досадная и редкая случайность. Несмотря на то, что это создало несколько напряженную атмосферу, вся серьезность Прота исчезает, когда он спрашивает, можно ли есть Уивера. Вскоре после этого они возвращаются домой и угощаются Уивером, пока Тия объясняет, что мясо этого зверя действительно считается деликатесом. Ираку готовит стейк на гриле с разными видами, мясной шарик на пару и даже тушеное мясо с овощами, приготовленное из мяса хвоста Уивера. Ко всеобщему удивлению, мясо получается очень мягким и полным вкуса, так что все остаются в восторге от еды. За ужином Лулу осторожно спрашивает Тиа, смогла бы она заблокировать атаку копьем, которое Ирак использовал ранее, но та отвечает ей, что серьезно невозможно. В конце концов, это всего лишь атака, с помощью которой он преодолел трехслойный барьер Вивера, а затем пронзил его грудь. Обе девочки приходят к выводу, что им действительно повезло, что Куру и собаки были первыми, с кем они столкнулись по прибытии в лес. С другой стороны, он показывает нам замок короля демонов в королевстве демонов Галгарда. Там ты видишь Рэндом и Град. 3 и 4 великих генералов короля демонов обсуждают отчет, который они получили от Уивера, который был сбит. Никто из них не может поверить, что зверь был побежден таким образом, поскольку если бы к ним подошел один Уивер, этого было бы достаточно, чтобы мобилизовать все силы. Ваши вооруженные силы. Биль объясняет, что согласно отчету огромный Уивер был атакован с земли и был убит 2 ударами. 2 других генерала остаются недоверчивыми и даже паникуют из-за информации о том, что они не могут сражаться с чем-то подобным. Биссель, самый спокойный из 3, заявляет, что прежде чем среди граждан начнется страх и паника, поскольку 4 генерала должны справиться с ситуацией. Тем не менее, Рэндон предлагает в качестве решения уйти в отставку и просто уходит. В другом месте он также показывает нам логово Дрима, где огромный дракон по имени Дрим разговаривает со своим выжившим парнем. Увидев падение Уивера, дракон спрашивает Гая, что, по его мнению, произойдет, если он получил такое нападение. Гай, не колеблясь, говорит, что, скорее всего, такое нападение пройдет через него чисто, поэтому было бы глупо нападать. В то время как новости об Уивере вызывают панику в других местах, Прота на следующий день спокойно задается вопросом, что он будет хорошо сочетаться с мясом Уивера, и решил приготовить вино из него. Урожай винограда у вас есть. Девочки очень охотно ему помогают, так как, по-видимому, вино существует в этом мире и является чем-то очень ценным. Собрав много винограда, девочки превращают его во что-то, что Эль Прота построил специально для этого. Тем временем Прота отвечал за замену бочек по мере их наполнения, бочек, которые были построены верховной эльфийкой Лалаской, поскольку она знает, как делать герметичные контейнеры. Девочки начинают ходить по винограду, но тетя случайно замолкает, поэтому эльфийки предлагают спеть песню, которую она пела в своей деревне, когда они работали вместе. Это помогает им координировать свои действия, и таким образом они получают больше удовольствия. Настолько, что Лулутцы присоединяется, забирая Ираку с собой. Она. После изрядной работы и веселья на закате у них наконец-то получается 16 бочек. Тем временем бог мира наблюдает за ними и показывает богине земледелия, как сильно Ираку веселится, за что она просит его простить его. Однако богиня земледелия злится и отказывается простить бога, поскольку он по ошибке наказал душу невинного человека и попытался тайно спасти его, чтобы в конечном итоге отправить его в этот ужасный лес смерти, и прежде всего дал ему точную копию священного копья в грязь. Бог пытается извиниться, говоря, что на
данный момент он использует ее только как сельскохозяйственный инструмент в дополнение к тому, что она дала ему разрешение. Но богиня восклицает ему, что она никогда не говорила ему, что собирается дать это человеку. Еще злее, чем раньше, Бог говорит ему, что это копье должно отнять у Ираку всю жизненную силу, убив его мгновенно. Довольно огорченный, Бог говорит ему, что с Ираку все еще все в порядке, так что у него наверняка есть сверхбыстрые способности к восстановлению благодаря здоровому телу, которое он ему дал. Несмотря на это, богиня восклицает Богу, что, по-видимому, его отец был довольно неосторожен, и в наказание ему придется сидеть сложа руки на фиксированном месте в течение 300 лет. Возвращаясь к Протону, после того, как Забутон подает сигнал тревоги, он снова встречает маленькую вампиршу в лесу. Лули потрясена, увидев ее, и узнает в ней свою сестру. Вскоре после этого ее забирают домой, и она объясняет, что, услышав, что этот печально известный ангел преследовал Лулу, она решила последовать за ней туда. Прота говорит ей, что она уже там, что она может расслабиться и побыть с ними некоторое время. Фьора смотрит на него и замечает, что ей трудно поверить, что он муж ее сестры, поскольку что-то не сходится, но, почувствовав леденящий душу взгляд Декуро, Фьора пугается и отказывается от всего, что она сказала. Лулу, если ты объяснишь ему, что Ираку тот, кто правит в этом месте, и он хозяин всех тех адских волков, которых он видел, помимо того факта, что он также победил ткача. Тогда Фьора поймет и самым обычным образом извинится за свое грубое поведение, хотя Ираку сказал ей не беспокоиться. Меняя тему, тогда Прота обращается к Куро и спрашивает его, действительно ли они волки. В ответ Куро лает на него, и Ираку также спрашивает его, что означает часть адский. Затем Куро выпускает огромное красное пламя из своего ошика, за что Ираку удивленно хлопает в ладоши. Между тем Лулуси не может поверить в тот факт, что Ираку жил с ними все это время, даже не подозревая об этом, поскольку они довольно известные магические звери. Вечером Прота готовит Фьоре хороший ужин в качестве извинения за то, что Куро и волки выдали ее за нее. Как и следовало ожидать, остается в восторге от еды, как и Лулуси в начале, и многое замечает для своего исследования. После нескольких дней пребывания там Фьора уезжает в большой спешке и волнении, чтобы подготовиться к переезду. Месяц спустя она возвращается, привлекая с собой кучу служанок, принадлежащих к расе огров. Одна из них представляется как Энн, представительница всех служанок, и говорит, что она к ее услугам. Ираку разъясняет, что им не обязательно быть такими официальными, и спрашивает Фьору о животных, которых они привезли. Она говорит ему, что это обычные коровы, и позаботилась о том, чтобы привезти коров, которые производят молоко. Тогда Прота приходит в восторг, говоря, что теперь они могут делать масло и сыр. Тем временем тетя замечает, что там уже живет довольно много раз в большом количестве, в то время как она единственная ангел. Это ее заметно обескураживает, поэтому она быстро подходит к Ираку и предупреждает его, что ненадолго уйдет. Вскоре после этого Тия возвращается со своими подчиненными Великой Марией, Куделем и Короной, 3 ангелами в серьезных доспехах и отличным оружием, а также группой людей-ящеров, представители которых зовут Кинжал, и этот также приносит курицу в клетке. Прота спрашивает, не плюется ли курица огнем, несколько недоверчиво, но тетя уверяет его, что курица, которую она принесла, только откладывает яйца. Тогда Ираку благодарит ее, что делает девушек очень счастливыми. Спасибо всем, место, где они живут, стало намного более цивилизованным, горничные, будучи профессионалами, отвечают за уборку комнат и поддержание чистоты в доме. Кроме всего этого, они еще и готовят, но больше ничего не умеют, это довольно простая еда. Поэтому Прота обучает их всем методам приготовления, которые он знает. И все они очень интересовались кулинарией, поэтому за короткое время научились готовить более изысканные блюда. С другой стороны, 3 ангелам, которых Тия привела с собой, поручено патрулировать разные районы леса, следя за каждым малейшим движением. Это потому, что после нападения Уивера Тия решила, что все 3 будут обеспечивать безопасность на объекте. Тем временем люди-ящерицы выполняют всю работу, требующую силы на открытом воздухе, и благодаря им работы продвигаются еще быстрее, чем раньше. Прота думает обо всех людях, которые сейчас там живут, и понимает, что он даже не может их сосчитать. Как раз в этот момент подходит Леа и сообщает ему, что она привлекла всех высших эльфов, которые все еще бродили по лесу. Увидев так много девушек, Ираку спрашивает ее, нет ли там мужчин, но Лил объясняет, что на самом деле тогда не было выживших мужчин. Он все еще уверяет ее, что все в порядке, так как они скоро могут начать заниматься этим. Абсолютно ни о чем не спрашивая, Прота желает ей удачи и решает не спрашивать, как они это сделают. Несколько дней спустя Ираку собирает всех разных представителей всех рас и говорит им, что хочет придумать название для места, где они живут. Он объясняет, что сначала это была всего лишь их маленькая хижина и несколько сельскохозяйственных угодий, но потом стало появляться все больше зданий и все больше людей стали жить в ней. Переезжать, так что в настоящее время это похоже на деревню. Вот почему она хочет дать ему имя. Энн предлагает назвать его в честь леса, в котором они находятся, и Прота кажется ей хорошей идеей, но услышав, что он называется лесом смерти, она полностью отвергает эту идею, так как это звучит очень страшно. Тогда кто-то другой предлагает назвать это городом смерти, но это звучит еще хуже, так что это тоже исключено. Наконец, Забутон поднимает
поднимает лапу и указывает на массивную дверь дома. Не совсем понимая, Ираку открывает дверь, и там ему удается увидеть огромное дерево, которое всегда было там. Следовательно, название места, где оно было. Следовательно, название места, где оно проживало, официально остается городом Великого Древа. Вечером Прота раскрывает это имя перед всеми жителями, и у него большой праздник, чтобы отпраздновать это. С первой партией вина, которую они приготовили в деревне. Все приходят в восторг и начинают называть его мэром, но Ираку говорит, что это то, что они потом решат вместе. Тем не менее, Люси говорит ему, что может только он. Тем не менее, Люси говорит ему, что только он может быть таким, и видя, что все согласны, они называют его так. И Ираку очень радостно соглашается и решает наслаждаться жизнью, которую он вел до этого момента, празднуя вместе со всем своим большим счастьем, готов приложить все усилия в качестве мэра. Таким образом, город продолжает развиваться, хотя в качестве мэра Ирак продолжает работать как всегда. Однажды он слышит сигнал тревоги за Бутона, и вскоре один из патрулирующих ангелов подходит и сообщает ему, что прибыл посланник из царства демонов. Тетя и Лулуси сопровождают Прота, чтобы увидеть этого посланника, и встречают Биселя, который представляется и говорит им, что они хотели бы получить аудиенцию у королевы. Ответственное лицо на месте. Ираку представляется мэром, поэтому Бисель дарит ему подарок в ознаменование того, что они встретились. Затем он сообщает ему, что у него есть послание от короля демонов, так как он хотел бы обсудить ситуацию в их поселении. Прота помнит, что Лулуси сказала ему о короле демонов, из чего он делает вывод, что они хотят, чтобы он платил налоги за все время, пока он жил на этих землях. Подумав об этом, Ируку наберется смелости, наконец-то приступив к своим обязанностям мэра. Тогда он говорит Биселю, что если король демонов готов согласиться с тем, что они живут на этой земле, то он готов предложить часть своего урожая в качестве уплаты налога, заплатив пошлину процентов на 10. Услышав это, Скос удивляется тому, о чем беспокоится Прота, думая, что, возможно, он был слишком низким. Но, к удивлению, Скос нервно спрашивает его, действительно ли он в порядке с этим. Ираку отвечает утвердительно и поясняет, что хотел бы, чтобы они приходили забирать плату каждый год до зимы. Бизель соглашается, завершая сделку намного быстрее, чем ожидал Прота. Ирак подписывает соглашение, в котором говорится, что налог, который они будут платить, будет составлять 10% от их общего урожая каждый год. Однако это ограничено тем, что обрабатывают поля, поэтому он не даст им ничего из молока, яиц, меда или алкоголя, которые они производят. Если люди короля демонов заинтересованы в чем-либо из этого, тогда у них будут деловые переговоры. Поскольку Прота чувствовал, что он был слишком агрессивен в переговорах, он заканчивает тем, что подарил Биселю подарок перед тем, как попрощаться. Лулу хвалит его за то, что он тоже это сделал, и говорит, что поскольку они теперь платят налоги, технически они находятся под защитой короля демонов. Тия комментирует, насколько впечатляет 10% ставка, которую они собираются платить. Поскольку обычно предполагается, что эта ставка составляет 50% на 100 или на 60%. Энн также упоминает, что идея о том, чтобы они приходили за сборами каждый год, была очень хорошим решением, поэтому она вынуждает их официально признавать свое место жительства там. И если они будут приходить за сборами только один раз в год, они не смогут точно измерить все, что они на самом деле производят. Другими словами, они практически купили защиту короля демонов с более низким королевским налогом в размере 10%. Тогда Лулуси взволнована, потому что в дополнение ко всему этому Бисель подарил им всемогущее лекарство, которое действует, если его использовать или наносить непосредственно на рану что-то, по-видимому, очень ценное. Тем временем в замке короля демонов генералы разговаривают в полголоса, не в силах поверить, что жители Великого Древа подчинились их вооруженным силам. Даже если у них хватит сил победить Вевера. Рэндон тоже не может в это поверить из-за того, что он говорит, что у них наверняка есть какой-то скрытый мотив. Вайс объясняет ему, что у него были такие же подозрения, но у него все равно не было другого выбора, кроме как принять их условия. В конце концов, принцесса вампиров и ангел уничтожения были прямо там, рядом с мэром. Град шокирован, услышав это, со страхом спрашивая, имеет ли он в виду великого Соку Лулуси и сильнейшего из всех ангелов. Безель подтверждает это и разъясняет, что это еще не все, и что там также была армия высших эльфов и стая адских волков. В дополнение к тому, что великий Сок Лулуси и сильнейший из всех ангелов были убиты. Группа, которая привела их к их лидеру, была трио ангелов-убийц, что привело его к мысли, что его жизнь окончена. И несмотря на все это, мэр предполагал, что они находятся под защитой короля демонов, чего нельзя было отрицать, иначе они стали бы вражеской силой. Генералы начинают дрожать от страха, но их внимание сосредоточено на подарке, который им преподнес Ирак. Открыв его, они видят яблоки и фрукты, которых они никогда не пробовали. Гратен первым попробовал их и был поражен таким прекрасным вкусом, который у них есть. Однако внимание Бисселя переключается на ткань, окутывающую яблоки, и с ужасом он понимает, что она принадлежит большому демоническому пауку, опасному существу. С теми, с кем предыдущие короли сражались, демоны когда-то сражались. Услышав это, Рэндон снова встает и уходит, говоря, что уходит в отставку. С другой стороны, вскоре народ Великого Древа снова посетит единственный и истинный правитель драконьей мечты. Великий дракон опускает голову в знак уважения, в то время как его помощник
помощник вручает Ираку подарок от него – элегантный меч, который, кажется, имеет большую ценность. Ираку благодарит вас, но спрашивает о причине вашего визита. Гуши объясняет ему, что его хозяин держит свою стражу, расположенную к югу от этого места, и, несмотря на довольно большое расстояние, считает их соседями. Поэтому они решили передать вам формальное приветствие. Затем Ираку приглашает вас пройти через то, как огромный дракон принимает человеческую форму и нервно возвращается, чтобы предстать перед протой. Однако Дрим полностью расслабляется, восклицая, что это место великолепное, как и его спиртное, поэтому он планирует остаться там. Гузи заявляет Дриму, что он не может этого сделать, так как многие люди сойдут с ума, не защитив свой дом. Вскоре после этого они оба уходят с подарочными яблоками, которые им подарил Ирак. После неожиданных визитов Ирак думает о том, как люди Великого Дерева позаботятся о посетителях, поскольку все начинает усложняться с дипломатическими отношениями. Через несколько дней Эль-Прата решает построить гостевой дом для посетителей, так как ему неудобно приглашать их в свой собственный дом. Эльфы строят большой дом, вмещающий до 30 человек, так как, вероятно, будут большие группы посетителей. И чтобы не отпугивать посетителей, Лея и Эльфийка изготавливают колокольчик для Саутона, так как таким образом они будут знать, приближается ли посетитель или враг. Также создается приветственная группа для приема посетителей, состоящая из нескольких человек, чтобы следить за ними на случай, если какой-нибудь враг проникнет, притворяясь, что он враг. Быть посетителем. Тем временем Фьоре будет поручено следить за посетителями, которые останутся до наступления темноты. Поскольку, будучи вампиром, у нее нет проблем из-за того, что я не спал несколько дней. Все приготовления были начаты раньше, чем ожидалось, так как вскоре после этого их посетила группа зверолюдей из места под названием Пуэбло-дер-Пуэбло. Гарф, один из них, уточняет, что они хотят наладить отношения с народом Великого Древа. После того, как их должным образом примут, они выслушают то, что они должны сказать. Группа объясняет, что в последнее время у их народа были проблемы, поэтому торговля между ними стала нестабильной, по этой причине они ищут кого-то нового, с кем можно было бы торговать. И они зашли так далеко, потому что услышали, что кто-то из людей, король демонов, сказал им: «Я не знаю, что вы по этой причине они ищут кого-то нового, с кем можно было бы торговать». И они зашли так далеко, потому что услышали, что кто-то из людей короля демонов говорил о своем народе. На следующий день Гарф разговаривает с Эль-Прата и говорит ему, что у них есть товары, изготовленные из руды, которую они добывают в своей деревне. В том числе картины, изделия из серебра, изделия из стекла и другие вещи, которые они хотели бы обменять на еду. Видя все, что ему предлагают, Прата приходит в восторг, говоря, что хочет всего и готов отдать им свои урожаи взамен. Так начинаются его деловые отношения с ревущим народом. В обмен на бочку вина, Мечтательный соглашается взять их всех и загрузить товаром. Через несколько дней они возвращаются из ревущего города, обменяв все. Тетя сообщает, что мэр ревущего города спросил, может ли кто-нибудь из их семьи переехать жить в город Большого Дерева, всего около 20 женщин. И поскольку ему все еще нужно больше людей для работы, Ираку соглашается при условии, что они пришлют по крайней мере 2 молодых людей, так как у них есть дети. Население уже почти полностью состоит только из женщин. Через несколько дней прибывают девушки из деревни Ядр, но когда они представляют 3 молодых людей, которых они привели, Прата понимает, что это недоразумение, поскольку эти 3 молодых людей оказались маленькими детьми. У тебя все равно нет другого выбора, кроме как приветствовать их в своей деревне. За короткое время новые жители привыкают к деревне, хотя некоторые из новых девушек все еще падают в обморок при виде Забутона и волков. Ираку замечает, что одна из них использует магию и понимает, что абсолютно все там могут использовать магию, включая волков, Забутона и даже пчелу, гигант и слизь. Он снова замечает, что он единственный, кто не может этого сделать. Но Сина, одна из новых девушек, пытается подбодрить его, говоря, что мальчики тоже не могут использовать магию, поскольку они еще не научились. Ираку думает про себя, что даже они скоро справятся с этим, но он все еще сосредоточен на том, что он действительно может сделать. Внезапно его отвлекает звук взрыва и тремора, и вскоре появляется Большой Марио и сообщает ему, что в северной части леса планируется грейферный вер и кровавая гадюка. Земля дрожит все сильнее и сильнее, что очень беспокоит Великую Марию, поскольку если они будут продолжать в том же духе, это может повлиять на деревню. И было бы очень опасно вмешиваться без плана. Эль-Прата спокойно думает об этом и через несколько секунд спрашивает Гран-Марию, едят ли эти существа, с которыми они сражаются. Ангел отвечает «да». Так что вскоре после этого мы видим, как летит Ирак, который, несмотря на очевидную опасность, просто говорит, что всегда задавался вопросом, к чему это приведет. На вкус как медвежье мясо. По прибытии он встречает гигантскую змею, сражающуюся с огромным борющимся медведем, королем этого леса. Великая Мария предлагает немедленно позвать на помощь, но Ираку говорит ей просто быстро спустить его. Ангел подчиняется, и поэтому Ираку легко побеждает зверей своим копьем. Увидев тушу огромного медведя, который когда-то напал на него, Куро остается наблюдать, очевидно ошеломленные осознанием великой силы Прата. 3 ангела также остаются в полном недоумении, поскольку даже они не смогли бы победить такого монстра одной атакой. По возвращении домой Прата готовит тушеное мясо в вине с мясом медведя и жарит мясо змеи, которая в конечном итоге получает поддержку. Через несколько дней группа пожилых гномов, освобожденных человеком по имени Донован, прибывает в качестве посетителей. Донован замечает, что они слышали, что в деревне Большого Дерева есть высококачественный алкоголь, поэтому они хотели бы, чтобы вы поделились с ними своим вином. Взамен они могут производить алкоголь, используя другие продукты из своих областей. Поскольку они потратили
потратили всю свою жизнь на изучение производства алкоголя и имеют для этого необходимые технологии. Этого достаточно, чтобы убедить девушек в том, что вскоре Донован и его люди немедленно приступят к работе с алкоголем. После целого процесса Донован дает немного свежеприготовленного кукурузного виски Проту, который удивлен, увидев, насколько он крепок. Через некоторое время Донован и его люди в конечном итоге остались в деревне, работая пивоварами, поэтому он устраивает праздничную вечеринку со своей семьей. Новый алкоголь даже мечтательный посещает и в конечном итоге напивается, как обычно. Через несколько дней Агутон подает сигнал тревоги, и Прота готовится атаковать своим копьем, когда видит дракона, который, кажется, не настроен приближаться напрямую. Но прежде чем я успеваю что-либо сделать, Дримья сбивает указанного дракона с ног. Однако появляется третий дракон, летящий прямо на Прота, у которого нет другого выбора, кроме как атаковать. Его первая атака странным образом с треском проваливается, поэтому он готовится начать свою вторую атаку. Но прежде чем он успевает это сделать, перед ним появляется Гуу и восклицает: «Пожалуйста, остановитесь». Но после этого Дрем появляется в своем человеческом облике рядом с Графалоном, его женой и их дочерью Травмой. Объясняется, что, по-видимому, постоянные побеги Дрема, чтобы он мог отправиться в деревню Большого Дерева, вызвали подозрения в его доме, поскольку всякий раз, когда он отправлялся в деревню, он нес с собой всевозможные ценные вещи. Подарки и заканчивал тем, что ночевал в гостевом доме, чтобы не возвращаться домой пьяным. Когда недоразумение уляжется, дочь жены Дримса извинится перед Протой. Вскоре после этого драконья семья говорит о том, насколько опасен народ Ираку. Жена Дрема замечает, что она никогда не думала, что встретит кого-то, у кого хватит сил одолеть их. Больно соглашается, поскольку его мать ранее даже не могла защититься от нападения Ирака, но ей приходилось уклоняться от него. Его мать говорит ему, что это произошло благодаря пауку, ее старому другу. Но если бы она не убрала его с дороги в то время, она, вероятно, не осталась бы в живых, так как он был ее другом. Что они не могут игнорировать такую силу. Жена Дрим говорит Тристимону, что ему придется какое-то время пожить в этом городе, чтобы он мог быть уверен, что эта сила никогда не вернется к ним драконам. Не имея возможности спорить, больно становится жителям деревни Великого Древа, потому что у Прота никогда не возникает проблем с принятием дополнительной помощи. Больно начинает нервничать, прося позвать Ласти и спрашивая, что он должен делать. Вскоре он начинает работать в деревне, но из-за своей чудовищной драконьей силы почти все, что он делает, заканчивается катастрофой. Но немного подумав, Эль Прота устраивается на идеальную работу для девочки и оставляет Ламестиона руководить дипломатическими отношениями в деревне. Это потому, что все боятся драконов, которые не только обладают силой, но и обладают невероятными знаниями и мудростью. Ираку обнаруживает, что передача этой должности Тристимону идеально сочеталась, поскольку когда Бисель отправился в деревню за апельсинами, он в итоге купил кучу фруктов из-за того, что у него не было денег. Как сильно Ласти запугала его, даже не пытаясь. Бёзель возвращается в замок короля демонов и сообщает другим генералам, что теперь в деревне Великого Древа есть драконы. И из-за постоянно растущей военной мощи в деревне они должны держать их под наблюдением, стараясь, чтобы их не обнаружили, иначе они могут счесть это актом агрессии. Без особого выбора Бисель придумывает план, и вскоре после этого они решают увидеться со своей дочерью Флурен, чтобы жить в деревне, чтобы провести расследование, не вызывая подозрений. Несмотря на то, что девушка была очень уверена, что это не будет иметь большого значения, вскоре осознает огромная военная мощь города, и вся ее уверенность покидает ее. Она все же решает продолжить работать в деревне и вскоре подружится с Ласти. С наступлением осени всем больше нравится еда. Однажды, поедая тушеное мясо с девушками, Прота упоминает, как было бы лучше, если бы они могли есть морепродукты. Это привлекает внимание всех, кто быстро спрашивает, что он имеет в виду под морепродуктами. Ираку объясняет, что он говорит о таких вещах, как треска, крабы или морской черт, так как из этих и других ингредиентов можно приготовить гораздо лучшее рагу. Фьора начинает изучать то, что она сказала, в то время как тетя задается вопросом, можно ли есть крабов, так как они очень твердые и дикие. Несмотря ни на что, у них есть свои сомнения, волнение побеждает их, и они немедленно мобилизуются. Флорен рассказывает ему, что на границе демонического царства, к югу от деревни, есть портовый город, где они много торгуют морепродуктами. Так что они могли бы добыть там рыбу и рыбу. Она могла бы попросить помощи у знакомого торговца. Ласти предлагает отвезти их туда, поэтому они обе немедленно уезжают. Через 3 дня они возвращаются вместе с Майклом Гароном, президентом компании Горон. После того, как он предстанет перед Ираку, он покажет ему все морепродукты, которые он привез из города Шахата. После того, как он предстанет перед Ираку, он покажет ему все морепродукты, которые он привез из города Шахата. Майкл довольно прямолинейно относится к своему визиту и поясняет, что он стремится предложить им больше возможностей для создания товаров и ведения бизнеса. В дополнение к этому они предлагают стать официальный правительственный поставщик народу Великого Древа, что означает, что он хочет вести всю торговлю между ними и внешним миром, поскольку вы можете получить в несколько раз больше стоимости, обмениваясь ценными продуктами, которые вы производите. Тетя и Люси позаботятся о том, чтобы взглянуть на список товаров, которыми занимается компания Майкла. Обсудив несколько важных вопросов, Майкл уезжает обратно в свой город, и его забирает Ласти. Мираку замечает, что Майкл, похоже, опытный трейдер, поэтому будет очень полезно, если он возьмет на себя их переговоры. Особенно если они в конечном итоге получат больше прибыли от торговли. И хотя он действительно казался более опытным и спокойным трейдером, когда он отъезжает на достаточное расстояние от деревни, Майкл показывает все, на что он способен.
Хакурин. Страх, который он скрывает, испытывающий большое облегчение от того, что выжил и что им удалось закончить свой бизнес с этой ужасной группой, уходит довольный, так как это лучшая сделка, которую он заключает в своей жизни. После всего этого Эль Прата и девушки наконец-то попробовали настоящие морепродукты, так как в итоге они получаются такими вкусными, что Ираку не остается ничего другого, как пойти на попятную. В следующий раз подумайте о том, чтобы заказать креветок или кальмаров. Некоторое время спустя на деревню в третий раз нападает дракон, и отряд 3 ангелов не смог его остановить, поэтому Прата довольно настороженно наблюдает за драконом, задаваясь вопросом, не связано ли это с дремом, но дракон стоит несколько секунд, ничего не делая. Просто смотрит на Прата, и затем он бросает огненный шар в лес, демонстрируя свою силу и практически бросая ему вызов. Поэтому Ираку использует свое копье и за несколько секунд сбивает дракона, заставляя его упасть в лес. Отправляясь на разведку, находит девушку-альбиноса, которая признает свое поражение и беззаботно сдается. Прата спрашивает, почему он жег лес, но девушка не может придумать никакого оправдания. Однако Дрим кажется обеспокоенным и извиняется перед Ираку, объясняя, что она Хакурин, его сестра-майор. Хакурин говорит, что во всем виновата Дрема, так как она сказала ему, что однажды собирается отдать Ласти в жены мэру деревни Большого Дерева, потому что хотела сама посмотреть, за какого человека она выйдет замуж за Асти. Дрим восклицает, что он наверняка сказал что-то подобное только в состоянии алкогольного опьянения, что неудивительно для Прата. Ираку спрашивает, не мог ли он прийти в себя, но Хакурин отвечает ему, что хотел немного поиграть с ним, так как все говорят о том, какой он сильный. Плюс он хотел немного выплеснуть свою ярость. Она расстроена, потому что не может поверить, что ее маленькая племянница, будучи на 900 лет моложе, нашла мужа раньше нее. Прата упрекает ее, говоря, что даже если она хочет играть, она не может создавать людям проблемы. После того, как ее отругали, у Хакурин нет другого выбора, кроме как навести порядок в беспорядке, который она вызвала. Несколько дней спустя Хакурин легко устраивается в деревне, беззаботно ест рядом с Дремом, как будто они в ее собственном доме. Ласти извиняется за поведение своей тети, поскольку оно доставляет ей много неприятностей, но Прата уверяет его, что извиняться не за что. После еды Хакурин говорит, что он слышал, что в этом заведении есть довольно забавные настольные игры, поэтому он просит у нее прощения, ради того, чтобы они сыграли несколько партий. Вскоре после этого Хакурин, Дрим, Ласти и, конечно же, Эль Прата решают сыграть в Манджонг. Но по просьбе клана драконов заключают пари, постановляя, что проигравший должен будет снять часть одежды в качестве наказания. Видя опасную конкурентоспособность драконов, Ираку беспокоится, предчувствуя, что все пойдет наперекосяк. Вскоре после этого его беспокойство усиливается, когда он понимает, что драконы действительно ненавидели проигрывать, из-за чего начинается очень серьезная игра Манджонга. После нескольких игр опасения Прата становятся реальностью, поскольку он единственный, у кого в итоге остается хоть один оставшийся предмет одежды. К своему несчастью проигрывает последнюю партию, поэтому его заставляют раздеться догола. Тем временем в замке короля демонов генералы также полны беспокойства, поскольку они получили сообщение о том, что древний дракон Хакурин был замечен в деревне Великого Древа. Так что теперь он находится в замке короля демонов. У него достаточно силы, чтобы завоевать страну. Град расстраивается и спрашивает, можно ли им вообще ничего не делать. Но король демонов Галгарда даже не интересуется этой темой и замечает Бисселю, что его дочь в последнее время была в плохом настроении, так как за весь день он ничего ей не сказал, кроме хорошего дня, из-за того, что вы боитесь, что он находится в своей мятежной фазе. Гракс пытается вернуться к этой теме и предупреждает его, что ему нужно немедленно сосредоточиться на подготовке своих вооруженных сил, но когда он пытается поговорить с Рэндоном, он понимает, что тот сбежал, оставив только наполовину написанное заявление об отставке. С другой стороны, после нападения на деревню Большого Дерева, Хакурин решает остаться, и поскольку у нее все хорошо, становится деревенской учительницей, обучая деревенских детей чтению, письму и математике. Однажды несколько ламийских девушек посещают деревню, неся сокровища и прося пощадить их жизни. Они объясняют, что в какой-то момент сыновья Куро решили очистить подземелье, которое они нашли посреди леса, поэтому ламии были вынуждены быстро покинуть свои дома. Хотя волки не знали, что делают, они причинили им много неприятностей. Поэтому Ираку решает обменять драгоценные камни, добытые ламиями, на часть их урожая. Прата говорит им, что хотел бы, чтобы они продолжали торговать, и очень довольны этим. Затем девушки возвращаются в свои первоначальные дома. После этого ламии сформировали службу доставки ламий и начали перевозить коммерческие товары из деревни, став надежными соседями. И с этим увеличилось количество людей, которым они доверяют. Торговля с другими городами и районами выходит на новый уровень. Поэтому Ирак решает расширяться и сажать еще больше сельскохозяйственных культур. С другой стороны, в замке 3 девушки обсуждают военную мощь, которую наращивает народ Великого Древа, возможно, замышляя что-то очень плохое. Они отмечают, что наверняка убеждают Ларен остаться там, чтобы они могли использовать ее в качестве заложницы, если им это понадобится. Поэтому они просят принцессу немедленно начать собирать свои войска, пока не стало слишком поздно. Принцесса тогда соглашается, говоря, что они должны победить этот народ и спасти Флорина. Тем временем Флоран спокойно работает в своем офисе, поскольку она
она отвечает за бухгалтерию народа. Вскоре после этого ее навещает вице-отец и сообщает ей, что дочь короля демонов, принцесса Юрий, собирает войска и готовится к военной кампании. Флоренс шокирована и спрашивает, почему принцесса сделала что-то такое абсурдное. Бёзель объясняет, что с тех пор, как она ушла, некоторые последователи воспользовались возможностью, чтобы вбить принцессе в голову полуправду. И под последователями она на самом деле имеет в виду 3 дочерей очень важных людей, которые, по мнению Флорен, похожи только на 3 политически влиятельных идиота. Бёзель показывает, что местом, на которое они планируют напасть, является деревня Большого Дерева. Поэтому Флоран возмущается, восклицая, что они должны знать, насколько смехотворно могущественна эта деревня после всех сообщений, которые она отправила. Ее отец объясняет, что сообщения казались настолько нелепыми, что начали казаться нереальными, и хотя он пытался заставить короля демонов все остановить, он слишком мягок со своей дочерью, поэтому он ничего не сделал. Визель говорит, что войска принцессы будут мобилизованы на следующий день, а их численность составит 300 человек. Он разъясняет Флорен, что она не может остановить принцессу сама, кроме как потому, что в противном случае они считают ее врагом царства демонов. Поэтому им лучше попросить кого-нибудь из людей остановить принцессу. Победите силы принцессы, так как таким образом они сдадутся и отправятся домой. Однако они также не могут позволить всем узнать об этой ситуации, поскольку все может закончиться жестоким разрушением царства демонов. Так что, по сути, Лорен должна показать войскам различие между военной мощью без реальной мобилизации сил народа. Поэтому на следующий день дамии берут на себя задачу продемонстрировать свою чудовищную силу солдатам принцессы, создавая хаос без особых усилий. Через несколько секунд абсолютно все солдаты в ужасе сдаются, умоляя пощадить их жизни. Ламии поражены тем, как легко он спросил, действительно ли они собираются дать им 10 коробок яблок только за это. Став свидетелями этого, 3 девушки, которые все это затеяли, появляются в деревне. Там Лорен объясняет Ираку, что они будут жить в деревне, угрожающе говоря девушкам, что они будут работать так, как будто от этого зависит их жизнь. Помимо 3 девушек также появляется принцесса Юрий, но Лорен опускает тот факт, что она дочь короля, черт возьми. Ираку не говорит ей об этом, вместо этого он говорит ей, что ему не нужно относиться к ней по-особенному, так что он может заставить ее работать, пока он там. Затем Ираку просит Флаурена показать ему деревню, и как только он оставляет их одних, Флауэн предупреждает, что если они будут честно работать, их нападение на деревню будет прощено. После того, как я показал им все это место, трио благородных девушек рассказывают о том, как нелепо, что таким важным людям, как они, приходится оставаться в месте, которое находится в глуши, поэтому ночью все 3 пытаются сбежать, но падают в обморок от испуга, увидев кого-то, кого они любят. Адские волки на окраине – один из сыновей Забутона. После нескольких неудачных попыток они полностью сдаются. Поэтому они помогают Флорен с горой офисной работы, которую она ожидает, становясь девушками в мэрии. Тем временем, после нескольких дней хорошего знакомства с деревней, принцесса Юрий очень удивлена, говоря, что не может поверить, что этот мир существует таким образом за пределами царства демонов. Признайся, что ты всегда был очень невежественен по отношению к внешнему миру, доходя до того, что пытался принести войну и конфликт этому такому мирному и прекрасному народу. В течение нескольких дней принцесса и девушки из ратуши проводили большую часть своего времени, помогая выращивать урожай и участвуя в деревенских мероприятиях, живя бок о бок с местными жителями. Дети и жители. Через некоторое время принцесса Юрий наконец уходит, говоря, что она многому научилась за время своего пребывания в деревне, за что она очень благодарна. С другой стороны, девушки из мэрии остаются, так как после стольких лет они были в восторге от деревенской еды и других преимуществ. Поэтому они решают остаться под предлогом того, что им еще многому нужно научиться и им еще предстоит проделать большую работу. Вскоре после отъезда Юрия и предзимнего урожая и в результате собрали столько, что овощи даже не поместились на складе. Из-за этого Ласи спрашивает, может ли она отвезти часть урожая своему отцу, на что Прота без проблем соглашается. Затем Хакурин спрашивает, может ли она также отвезти часть своему отцу, и Хакиу тоже соглашается, но из чистого любопытства спрашивает, кто ее родители. Там они обнаруживают, что родители Хакурина – страшные драконы, живущие раздельно на севере и юге, известные как 12-й императорский дракон и 2-й император. Дракон Ураган Реймаилен. Скоро Хакурин отправится забирать урожай у своих родителей, а Ласти заберет урожай у своих. После этого Ласти отправляется в город Шашата, чтобы оставить урожай, который они отправляют туда. Находясь там, Майкл просит его уничтожить монстра, который нападал на торговые леса. Упомянутый монстр в конечном итоге оказывается Шанко, разновидностью иракской рыбы, о которой он очевидно упоминал ранее. Поэтому Ласти приходит в восторг от легкой победы над монстром, чтобы затем принести ему мясной прот Шанко, который они попросили у него в благодарность за победу над монстром. Чтобы затем принести ему мясной прот Шанко, который они дали ему в благодарность за победу над монстром. С другой стороны, когда Хакур уходит, она приводит с собой группу горных эльфов, которые хотели переехать в деревню, поскольку лидер группы объясняет, что они обычно живут в горах. Но в последнее время им было трудно найти еду. Проте не нужно больше ничего слушать.
потому что он сразу начинает придумывать план, где они смогут остановиться, пока строят свой будущий дом. Это очень радует группу горных эльфов, и вскоре они официально становятся жителями деревни. Так проходит время, и постепенно осень исчезает с приближением зимы. Однажды Прота идет в комнату Лулуси, потому что, по-видимому, она давно не чувствовала себя хорошо и была прикована к постели. Тетя и ужин сопровождают ее, но после того, как они задают ей вопросы и слышат о ее симптомах, они приходят к выводу, что Лулуси беременна, что ее удивляет и ей самой, и Хикару. Времени проходит достаточно, чтобы животик Лулуси стал довольно большим. Объясняется, что люди были вне себя от радости, когда узнали о беременности, в то время как она оказалась самой спокойной в этом вопросе. Тем не менее, Прота в конечном итоге беспокоится о ней каждый день, хотя Лулуси уверяет его, что с ней все в порядке. Поэтому Ираку возвращается к своему обычному распорядку дня, видя, что женщины не в порядке. Вещи в доме привести в порядок и позаботиться о посевах от вредителей. Ни один из обычных садовых вредителей, о которых вы знаете, не существует в этом мире. Вместо этого есть какие-то странные черные существа, которые живут на растениях и поедают их листья. К счастью, сыновья Забутона, Акура и другие снова обнаруживают их, так что они еще не нанесли никакого реального вреда. Так как способ избавиться от них просто использовать всесильную магию, сельскохозяйственный инструмент, такой как лейка, который, по-видимому, способен уничтожать вредителей в саду. Поля, которые были расширены, выросли до довольно больших размеров, так что контролировать их теперь легче. Тем не менее, Ирак очень рад видеть, как растет урожай. И по мере того, как растут урожаи, растут и животные, потому что вскоре после этого они сообщают Ираку, что коровы родили телят. Тогда Эль-Прота стремится все больше и больше улучшать деревню и даже строит участок с красивыми цветами для украшения. Помимо сельскохозяйственных работ, он также занимается строительством всевозможных вещей, которые жители деревни просят у него, в том числе детских игрушек, что ему становится легко с помощью сельскохозяйственного инструмента всемогущий, несмотря на то, что у меня нет строительного опыта. Время от времени они также все вместе проходят боевую подготовку, так как Энн и служанкам посоветовали проводить регулярные тренировки на всякий случай. Однажды Сина обеспокоенно бежит к Проте, предупреждая его, что в деревне есть незнакомый мужчина. Когда Ираку действительно отправляется на расследование, он находит странного человека, падающего ниц перед статуей бога мира, которую он вырезал довольно давно. Вскоре после этого они обнаруживают, что его зовут Бариф, прародитель вампиров и технический дедушка Лулуса и Флоры. Этот объясняет, что, услышав, что Лулус беременна, он был уверен, что должна быть какая-то ошибка, но увидев ее, понял, что это правда. Он был просто удивлен, поскольку, по-видимому, вампиры обычно продолжают свою родословную, заключая новые кровные договоры, но это случается редко. Тем не менее, Барт Грейв счастлив, говоря, что дети — это сокровище и что он должен заботиться о своих. Затем мужчина извиняется за то, что вошел в деревню, не поздоровавшись, и объясняет, что сначала он планировал только взглянуть, а затем уйти. Но его привлекло присутствие именно в тот момент, когда он вошел в деревню. Статуя под великим деревом, так как это великолепный портрет великого Творца. Тогда Прота спрашивает его, встречал ли он когда-нибудь Бога, и Баргрейв отвечает, что да, один раз при рождении. Он уверяет, что сказал ему приложить усилия, несмотря на то, что он родится со слегка ненормальным телом. Баргрейв объясняет, что он помнит Бога, но по какой-то причине не может вспомнить точную внешность. И даже после многочисленных попыток ему так и не удалось создать что-то настолько похожее на него, как это сделал Прота. Как бы ни был взволнован этот человек, Ирак объясняет ему, что статуя принадлежит народу, поэтому он не может предложить ее ему. Баргрейв заметно обескуражен, но затем Прота решает вырезать для него еще одну статую, что делает его очень счастливым. Поэтому вскоре после этого Баргрейв уходит, но не поблагодарив статую и не попросив Прота присмотреть за Лулуси. Ираку замечает, что с ним в конце концов легко обращаться. Флора говорит ему, что так оно и есть, несмотря на то, что он невероятно важный и высокопоставленный человек-ранг. То, о чем Ираку не знал. Баргрейв со своей стороны возвращается в храм через 50 лет, говоря, что хочет осветить статую, которую он сделал Ираку, в лучшем месте. Старший смотритель храма очарован, увидев статую, сказав, что они должны убедиться, что все знают имя скульптора. Валгрейв отвечает ему, что это плохая идея, поскольку Ираку, похоже, не из тех, кто ценит такие вещи и не хочет ничего делать, чтобы нарушить его мирную жизнь. Он все еще уверяет, что они могут молча его поддержать. Поэтому он приказывает старейшине сообщить обо всех других храмах, которые относятся к нему с уважением. Как и в случае с народом Великого Дерева. Некоторое время спустя Бариф отправляет в деревню элегантный и ценный самолет отличного качества. Ираку отказывается принять его в качестве оплаты за статую, поэтому Бариф сказал, что тогда это подарок в честь празднования беременности Лулуси. Пианино ставят в деревенской столовой, а вскоре после этого приносят еще одно для практики по просьбе девушек из мэрии, которые не осмеливались играть на нем самое элегантное пианино из-за страха испортить его. Пианино пользовались успехом, так как все хотели играть, хотя единственными, кто мог хорошо играть, были Флаурин и девушки из царства демонов. Но тем не менее всем остальным нравится тренироваться вместе, становясь лучше. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этого момента в видео, прокомментируй эльфийку, так что я от всего сердца отдам тебе должное, так как ты один из немногих, кто дошел до финальной части видео. Также не забудь поставить лайк и нажать кнопку подписаться и активировать маленький колокольчик, что очень важно, чтобы я продолжал приносить лучшие новости на канал. Итак, с учетом сказанного, помните, что вы можете прокомментировать мне аниме, которое хотите, чтобы я резюмировал в следующем видео, поскольку я всегда их всех читаю.